Привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу, как подключить умный дом к облачному сервису EaseData от M5 Stack. Несколько лет назад я решил сделать данный прототип, который работал бы на базовом устройстве и обладал минимально необходимым набором датчиков с реле. Первое, на что следует обратить внимание, это контактная колодка шины M-Bus для подключения M5 Stack Core Basic. Над ним располагается место для установки модуля связи SIM800 и кнопка электропитания. В данном видео мы не будем использовать данный модуль. Правее располагается датчик MQ2 для анализа воздуха на содержание дыма, пропана, метана, алкоголя и прочих летучих веществ. А рядом инфракрасный датчик движения. Данные датчики я подключил через цифровые контакты. Настройка производится вручную с помощью подстроечных резисторов. Для измерения температуры воздуха установил цифровой термометр 18B20, работающий по интерфейсу OneWire. Для измерения освещенности использовал сульфид-кадмиевый фоторезистор GL5528. В качестве фонарика установил белый 5-мм светодиод. Для управления нагрузкой установил реле SRA 05 VDC-CL. Для расширения контактов ввода-вывода использовал сдвиговый регистр SN74HC595. К нему подключил группу 3-мм светодиодов разных цветов, а также группу транзисторных ключей для датчиков открытия окон и дверей. Для питания от внешнего источника установил DC-DC преобразователь Mini 360. А теперь давайте посмотрим на обратную сторону печатной платы. Двухдневный процесс монтажа был вполне увлекательным и кропотливым. Контроль линий на разрыв и короткое замыкание производил с помощью мультиметра. Корпус напечатал на 3D принтере по технологии филаментной печати с использованием PLA пластмассы. Хорошо, давайте перейдем в UI-Flow. Напишем драйвер для взаимодействия с данным прототипом, а затем подключим его к облачной платформе EaseData. Сегодня UI-Flow не поддерживает работу с термометром 18B20, однако на просторах GitHub нашел кастомные блоки для него. О том, как создавать и подключать кастомные блоки, я рассказывал в прошлых видео. Импортируйте классы для работы с данным термометром и сдвиговым регистром. Далее создайте переменную со словарем, хранящим номера контактов аппаратного обеспечения, о котором я рассказал ранее. Создайте еще одну переменную для хранения битовых номеров контактов группы цветных светодиодов, подключенных через сдвиговый регистр. Аналогичным образом необходимо создать переменную для номеров контактов транзисторных ключей. Для хранения состояний и времени срабатывания потребуется еще одна переменная. Можно сохранять только текущее состояние для определенного датчика, или же состояние и временную метку по вашему усмотрению. Хорошо, теперь создайте переменную, в которой будет храниться байт с состояниями группы светодиодов и транзисторных ключей. Подключите устройство к Wi-Fi. Об этом я рассказывал в прошлом видео с часами. Далее инициализируйте работу NTP для получения времени через интернет. Также инициализируйте классы для работы с термометром и сдвиговым регистром. Теперь осталось настроить направление для цифровых контактов и инициализировать АЦП, к которому подключен фоторезистор. Для отображения текущего времени добавьте надпись. А сейчас создадим обработчик для каждого датчика. Начнем с датчика газа. При срабатывании на его контакте возникнет низкий логический уровень. В таком случае необходимо сохранить временную метку события, а также зажечь синий светодиод на 10 секунд. Создайте функцию для управления группой цветных светодиодов.
Далее создайте обработчик для датчика движения. При срабатывании данного датчика на его контакте возникнет высокий логический уровень. Аналогичным образом включим желтый светодиод. Создайте обработчик для термометра. Сохраните значение текущей температуры с кастомного блока в переменную. Далее сверьте ее с пороговым значением, например, 35 градусов Цельсия. Для данного датчика сохраним температуру и временную метку на облако из Data. Для каждого базового устройства платформа автоматически создает и бесплатно предоставляет разработчику токен доступа, который можно найти в соответствующей вкладке в UI-Flow. Перед тем, как сохранять данные, необходимо перейти в панель управления из Data и создать соответствующие топики. С помощью данной панели возможно не только чтение, но и запись. Также доступно отображение данных в виде графика или таблицы. А еще есть возможность поделиться ссылкой на одно из представлений топика. Обратите внимание, что данная функция сохранения синхронная, то есть приостанавливает работу всей программы до тех пор, пока данные не будут отправлены. Я использовал синхронную функцию в учебных целях, чтобы не перегружать код. В реальном же проекте вы должны использовать асинхронную, о которой я расскажу далее на примере реле. Теперь создайте обработчик для фоторезистора. Фоторезистор возвращает аналоговый сигнал на АЦП, который переносит его в диапазон значений от 0 до 4095, где 0 – темно, 4095 – ярко. При уменьшении яркости вдвое будет включаться фонарик. Остался последний обработчик для датчиков окон и дверей. Фактически, данная группа датчиков подключена к одному цифровому контакту. Чтобы получить сигнал от конкретного датчика, необходимо переключить соответствующий транзисторный ключ, который подключен через сдвиговый регистр, аналогично цветным светодиодам, а затем измерить уровень сигнала на общем цифровом контакте для группы. Как правило, датчики окон и дверей, герконы, при открытии происходит разрыв цепи, и уровень сигнала становится низким. После проведения измерения необходимо отключить выбранный транзисторный ключ. Включим зеленый светодиод. Отлично. Теперь создадим обработчик для реле. В этот раз мы используем асинхронную функцию получения данных из облака из Data. Программа не останавливается на блоках асинхронных функций, и такие блоки ничего не возвращают. Тогда как получить и обработать результат? Очень просто. При добавлении асинхронного блока UI-Flow автоматически создает еще один блок функции обратного вызова. Блок функции обратного вызова содержит две ветки для обработки успешного результата или сбоя. Установите полученное значение сигнала на контакте реле. Также рекомендую добавить обработку в случае сбоя. Готово. Давайте сохраним программу в базовое устройство и посмотрим, как это работает. Спасибо за просмотр. С наступающим! STEM-контент сделал Диме. Текст читал Сергей Колбинцев.